Приветствую, земляне! Представляю вашему вниманию ассет для Blender, автоматизирующий процесс моделирования трубопроводов или объектов с аналогичной структурой. Ассет полностью реализован при помощи Blender и системы Geometry Nodes и совместим с версией 3.2. За более старшие версии ручаться не стану. Так, начнем. Принцип работы данного ассета предельно прост. Он преобразует исходный меш в совокупность предопределенных объектов. Проще всего будет объяснить это на конкретном примере. Итак, у нас имеется меш из двух ребер. В позиции вертекса, к которым примыкает два ребра и угол между ними 90 градусов, создается прямоугольный уголок. Пространство между элементами заполняется отрезком трубы. В случае, если между ребрами угол 135 градусов, создается соответствующий объект. Уголок с поворотом 135 градусов. Если к вертексу примыкает 3 ребра, создается тройник. Если 4, крестовина. В позиции любого вертекса может быть создан какой угодно объект. Он должен находиться в предопределенной коллекции, которая указывается на панели модификатора. Чтобы на месте вертекса был создан дополнительный объект, нужно в группе Extra задать значение веса больше нуля. Итак, был создан дополнительный объект. Чтобы выбрать определенный, используется группа элемент индекс. Так, у нас имеется выбор из 3 кранов. Выберем какой-либо из них. Так, далее нужно указать вращение элементов. Так, это необходимо только для крестовины, тройника и дополнительных элементов, вроде этого крана. Так, для вращения предназначено 3 группы RotX, RotY и RotZ для вращения вокруг осей X, Y и Z соответственно. Значение весов может изменяться от 0 до единицы, что соответствует диапазону от 0 до 360 градусов. Можно задать шаг вращения в градусах. В данном случае установлено 45, установим 90. Далее мы видим, как вращение изменяется с шагом 90 градусов. Установим снова 45. Теперь мы видим, что угол изменяется с шагом 45 градусов. Так, скорректируем вращение. Данный ассет имеет функцию автоматического создания крепежа. Так, для этого служат 3 параметра на панели модификаторов: Bolt Count, Bolt Radius и Create Bolts for Extra. Начнем по порядку. Bolt Count задает количество элементов крепежа. Минимум 3. Bolt Radius задает положение элементов относительно оси трубы. Create Bolts for Extra создает элементы крепежа на объектах вроде крана. Если установлен 0, то объекты не создаются, если 1 создаются. Так, на ваших экранах представлены элементы, из которого строится модель трубопровода. Проект содержит 2 типа трубопроводов: стальной с фланцевым соединением и полипропиленовый. Оба доступны для использования. Также могут быть созданы дополнительные типы по желанию пользователя. Далее я расскажу, как создавать объекты. На данном экране мы видим исходные объекты, которые используются при моделировании. Красный ромб указывает на Original Point каждого объекта. Далее будет
упомянуться как начало координат. Именно эта точка совмещается с позицией вертекса исходного меша. Локальная система координат должна быть такой же, как указано на этой схеме. Далее. Длина L. Расстояние от original point до края фланца используется при вычислении масштаба трубы объекта номер 5. Расстояние от остальных объектов от начала координат до края фланцев в идеале должна равна L. Но это не особо критично. Вы поймете при личном использовании. Отдельно хочу отметить критерии создания объекта трубы. Начало координат должно быть находиться в центре вдоль оси Z. То есть объект трубы должен быть симметричен относительно оси Z. Далее про критерии создания элемента крепежа. Красными ромбами, как и прежде, указывается original point, начало координат объекта. Первое — это начало координат уголка, второе — элемента крепежа. В данном случае это болт с гайкой. Прошу обратить внимание на то, что форма объекта подстроена под размер фланца. Это нужно для того, чтобы модели корректно были совмещены между собой. На виде сверху мы видим то, где находятся точки начала координат каждого из объектов. Считаю, следует отметить специфику создания шейдеров для объекта трубы, поскольку этот объект масштабируется в зависимости от свободного пространства между элементами. Это должно быть учтено при создании материалов. В данном случае используются текстурные координаты данного объекта. Такой подход не очень универсален, поскольку для динамичных объектов это приведет к изменению координат текстур, как мы видим, так как текстурные координаты привязаны к данному выбранному объекту, остальных объектов при перемещении видно изменение материала. А на этом все. Ссылку на страницу проекта ищите в описании.